я решила отправиться в поход. Даже вот в таком маленьком походе обходится без приключений. Приходится пробираться через акацию. Я уже даже заблудилась, не знаю, куда идти. Какая здесь красота. Уела. Внутри тут вот все. Непредвиденная ситуация. Да, погодка так себе. Пришли военные. Кого-то вылавливают. Я еще здесь без документов. Абсолютно не хочет гореть. Протекает. Холодная. Всем привет, друзья! Я снова с вами в этот чудесный летний день. Это в самом разгаре жара. Я решила отправиться в поход со своей палаткой. Иду, пробираюсь по кушарям. Все, как я люблю. Ну что, даже вот в таком маленьком походе не обходится без приключений. Сразу, как только я вышла за пределы дома, у меня порвался рюкзак, порвалась лямка рюкзака. И это как раз тот самый, по-моему, рюкзак, с которым я ходила в свой самый первый поход. А теперь у меня порвался крокс, а я еще даже не дошла до места назначения. Приходится пробираться через акацию и через черную малинку. Поросли ежевики. Все, как я люблю. Я уже даже заблудилась, не знаю, куда идти. Не знаю. Ничего не видно. Ура! Я выбралась на открытую площадку. Уже таких зарослей быть не должно. Должна быть тропинка. Ох, везет собакам. Они могут искупаться в этом водоеме непонятного происхождения. Охладиться. Ой, добралась до такого потрясающего леса. Здесь очень мало народу бывает всегда. И здесь хочу провести ближайшие 2 дня. Вот по такой еле заметной тропиночке будет проходить мой маршрут. Какие-то грибочки. Вальтер. Собаки со мной, естественно. Афина где-то там. Вон она скачет. А я уже начинаю чувствовать все прелести похода. Давно забытые комарья море, шарка. Такой увесистый достаточно рюкзачок. Ну, в большей части он увесистый из-за палатки, потому что я в этот раз иду с палаткой. Куропаточки. Вон она еще одна побежала. Это, конечно, не в Чернобыльскую зону отчуждения поход, но за неимением зоны такой отдых, по-моему, тоже будет очень-очень здорово сейчас. Еще раз повторюсь, что это место малолюдное. Я нахожусь как бы на острове. Раньше здесь был понтонный мост когда-то. Но еще до войны этот понтонный мост разобрали. И место перестало быть доступным для, так сказать, любителей кемпинга. Я нашла сюда сухопутный путь. Он, конечно, очень неудобный. Такой
заросший, по которому я шла в начале. Зато можно наслаждаться природой без людей. В некоторых моментах можно даже пофантазировать, что ты в зоне отчуждения. Пробираешься где-нибудь под лэп или по полям, по лесам. Так что так. У меня привал. С непривычки даже немного шатает от тяжести рюкзака. Давно я не таскала. Что я могу сказать, господа, по поводу моих вещей? Вот так это все выглядит. Рюкзак-то небольшой, но вот эта палатка, это абсолютно дурацкая палатка для кемпинга. В зону-то я хожу обычно без палатки. Да не обычно, а всегда без палатки. Сколько ходили, всегда ночевали либо под открытым небом, либо в домах, либо в Припяти уже в квартирах. А тут все-таки от комаров охота спасаться в палатке. Тем более этот год очень комариный. Пришлось взять вот эту круглую. Когда-то здесь была вот такая дорожка, по которой могли проехаться на машине. Но уже за несколько лет она заросла вот так вот ромашками. Собаки, конечно, очень довольны, что мы пошли в поход. Будем ночевать на улице, разожжем костер. Вы можете оценить состояние моего крокса. Следующие 3 дня я проведу вот так. Благо идти недалеко. Фу, совершенно волшебное место. Без таких вот зарослей травяных, травы и кустарника. Мы попадаем в сосновый лес. Ох, вы только посмотрите, как тут круто. А как же прекрасно пахнет сосной. Вот этот запах хвои насыщенный. В зоне пахнет точно так же. Очень круто. Комарья куча. Ну, классно. Ура! Я дошла. Сейчас буду выбирать место для палаточки. А вы пока полюбуйтесь, какая здесь красота. Кажется, место для палатки я выбрала. Сейчас посмотрим, как она раскладывается. Вот такое вот местечко прямо напротив реки. Я считаю, потрясающе. Сейчас только выберем, где поровнее и поменьше шишек. Ну что, поехали.
конечно, так себе. Но, надеюсь, сильного дождя не будет, и она изнутри не промокнет. Вольтерик уже хочет в палатку. Он уже залез. А Афина убежала куда-то. Сейчас посмотрим, как там внутри. Внутри тут вот так. Сейчас расправим. Ну что, вот так здесь. Место вагон. Сейчас рюкзак притащу, буду располагаться. С таким видом проснусь с утра. Потрясающе. Ну что, друзья, устроить вам рум-тур, показать, как я расположилась. Вот мои апартаменты. Застегиваем, чтобы не было комариков. Ну или хотя бы, чтобы их было поменьше. Так, здесь у меня что-то подобие кухни. Потом я, наверное, разложу это все снаружи, когда соберусь есть. А здесь у меня спальный мешок без каремата в этот раз. Каремат я с собой не брала в этот раз, потому что и так было неудобно тащиться с этой палаткой. И можете заценить, сколько здесь места. Достаточно много. Остается еще для 2 собак. В принципе, в этой палатке можно жить и вдвоем, и даже втроем. По-моему, там написано, что она на 3 человека рассчитана. Для кемпинга, я думаю, она идеально подходит. Не нужно заморачиваться с раскладкой. Ну а для похода надо уже что-то нормальное, чтобы можно было удобно ее нести. Ну такая у меня палатка получилась. Забыла вам показать, здесь еще есть отделение для рюкзаков или вещей. Вот так вот снаружи, смотрите. Такая прорезь. Туда можно ненужное или обувь сложить. Оно все под тентом. Ну и кармашки также есть. Оп. Нет, пока закрыто. Вы сейчас комариков не напускаете. Я уже немного передохнула, помедитировала в палаточке с таким шикарным видом. Сейчас хочу вам немного показать свой лагерь и место, где я хочу разжечь костер, посидеть вечером. Раньше это было популярное место для кемпингистов. Они сюда очень часто приезжали, останавливались тут на все лето, строили здесь себе вот такие халабуды. И вот это вот остатки их лагеря. Они уже сюда, наверное, не приезжают года 2. И здесь уже полно дров, которые остались от рыбаков. И придумывать я ничего не буду, а разожгу здесь костер. Там уже закат, солнышко садится. Уже есть захотелось. Мой набор продуктов в этот раз минимальный. Буду есть на ужин сардельки. Сардельки с гречкой. Какие цветочки. Кто-то решил мне подарить, что ли? Сардельку хочешь? Ну,
Друзья, я даже соль не забыла. Представляете, уровень? Уже закипело. Сейчас быстро приготовится. Потом сарделечки туда брошу, чтобы они пропарились. Вообще-то перед выходом я неплохо поела. Но на природе аппетит всегда разыгрывается. Стоит серьезный выбор. Одну сардельку или две. Про этих товарищей я тоже не забыла, не переживайте. Ну, конечно, мисочки крохотные, походные, но ничего страшного. Зато какой вид. Каша почти разварилась. Кладем сарделечки. Как раз они успеют хорошо пропариться. Я думаю, что готово. Пора выключать. У меня романтический ужин при свечах. Правда, они уже, некоторые из них потухли. Тут мои собачки. Там у меня костер пылает. Красота. Ну что ж, приятного мне аппетита. Каша с дымком. Прекрасно. Вот что за носик пришел. Она хочет сарделечку. Оп. Оп. Хотела, друзья, вам показать мой костер. Но непредвиденная ситуация случилась. Загорелось соседнее бревно. Сейчас придется заливать его, чтобы дальше не пошло. Мы уже улеглись спать. Кому интересно, сейчас покажу, как я разместилась тут с собачками. Вот так. Место еще для одной, а может быть и для двух. Хватит. Ну все. Всем спокойной ночи. Всем доброе утро. Из моей палатки. Вот так мы валяемся. Ночь прошла тихо, с происшествий. Кажется, приходила мышка, надо проверить мою еду. Ну и утро началось с дождя. Посмотрим, что нам там приготовила погода. Прекрасно. Все мокрющее. Лицо, конечно, после сна в палатке оставляет желать лучшего. Да, погодка так себе. О, даже собаки выходить не хотят. Что за погода в походе? Ужас. Зато я вам хочу сказать, моя палаточка прошла тест-драйв дождем. Нормально. Хорошо, что я ее вечером вот так зачехлила. Все свои окна позакрывала. Единственное, только мне вот с этой щели дуло. Хочу посмотреть, что там мыша натворила. Шелудила тут. Не сожрала ли она там мои запасы? Это вроде все в порядке.
мышиного говна не замечено. Ну, отлично. Короче, друзья, я тут... Сначала ко мне подошел какой-то мужик. Начал спрашивать, кто здесь, что здесь. Я так немного напряглась. А потом пришли военные. И они сейчас стоят на берегу. Кого-то вылавливают. Я еще здесь без документов. Короче, ни дня без приключений не обходится. Я их, конечно, не буду снимать. Все с автоматами. Короче, у меня как всегда. Я просто поражаюсь своей способности попадать в какие-то приключения непонятные. В общем, они ищут каких-то чуваков, которые на той стороне старика, на той стороне вот этой заводи шумели вчера. Они вчера устроили какую-то дискотеку, ездили на мотоциклах ночью. Ну и вот. В общем-то, теперь их разыскивают. Ну, вряд ли они кого-то найдут, не знаю. Пожелали мне приемного почина. У меня даже документов с собой не было. Ой, вот такие дела. Но зато, когда я их увидела, сразу успокоилась. Потому что это один человек, непонятно, у него зачехленное то ли ружье, то ли это удочки. Буду завтракать. Сейчас мне предстоит квест по разжиганию костра, потому что хочется какого-то уюта. Дождик не собирается заканчиваться. Сейчас поищу, что у меня есть тут из сухого, и попробую разжечь. Благо дождик не очень сильный, и возле деревьев еще остались такие сухие места. И вот можно здесь набрать коры и таких вот маленьких веточек. Я надеюсь, с помощью этого разжечь. Оно, конечно, абсолютно не хочет гореть. Но в этом деле главное не сдаваться. В общем, я его еле победила. Дождь усилился. Смотрите. Все намокает. Гореть ничего, кроме вот этой хвои сухой, не хотела. Ну вот, разожгла. Да и дрова уже все намокли. Такой костер у меня получился. Я считаю, что это вполне неплохо. Но всем походникам, которые попали в такую дождливую погоду, я советую, даже не советую, а желаю не сдаваться. Если вы надумали зажечь костер, то самое главное это постараться найти побольше сухого материала, чтобы он хотя бы немного разгорелся, и тогда уже более влажные дрова, когда вы будете подкладывать, они будут просыхать, и впоследствии они тоже загорятся. Но вот этого сухого материала его найти достаточно сложно. Обычно можно использовать кору. Она вот возле стволов. Здесь можно ножичком наковырять, и она будет достаточно сухая, она смолистая и хорошо горит. А также можно использовать хвою сухую. Она тоже очень хорошо горит. Ну а дальше уже подкладывать то, что есть. Оно будет просыхать и разгораться. И будет вам счастье. А только посмотрите, какой у меня прелестный костер получился. В условиях такого проливного дождя тепло сразу стало. У меня появилась идея вот эту дверь положить на вот этот вот
навес и сделать такое своеобразное укрытие, потому что еду готовить негде. Вот такой я построила халабуду из каких-то подручных материалов. Вот сюда можно зайти. Здесь такой уголок, он почти не протекает. И можно приготовить себе поесть. Собаки попрятались. Афина тут, Вальтер там под столом. Хочу приготовить себе вермишель, чтобы это было максимально быстро. Но пока у меня тут все кипятится, я пойду схожу еще немного дров принесу. Они все-таки очень быстро расходуются. Конечно, если вы попадаете в такую ситуацию, у вас будет очень большой соблазн завершить поход досрочно и вернуться домой. Но зато если вы останетесь, у вас будут незабываемые впечатления о том, как вы разжигали костер во время дождя. Или как строили укрытие, чтобы просто приготовить себе поесть и не намокнуть при этом до трусов. Поэтому оставайтесь, это же прекрасно. Во всяком случае будет весело и будет что вспомнить. Я тащу вот такое огромное полено, чтобы мне его хватило надолго. И чтобы я смогла спокойно поесть. И потом, перед тем, как заходить в палатку, хоть немного подсушить свою одежду. Вот так вот выглядит мой костер. Прогорает очень быстро. Смотрите, я уже все сложила, поправила, все в кучку. Дрова абсолютно мокрые все. Но они так хорошо горят, внизу уже все накалилось. Угли хорошие, поэтому все быстро занимается. А если вам нужно подбавить температуру, вы можете добавить вот такую хвою. Она очень-очень быстро загорается. И вот нам нужно подсушить, чуть добавить температурки. Мы кидаем ее. И она вспыхивает практически моментально. И я стою, просыхаю. Но дело в том, что если у меня был хотя бы какой-то дождевичок, спереди я сохну, а сзади намокаю. Поэтому, не знаю, сейчас, наверное, пойдем в палатку. Ну, вообще прикольно. Костер, конечно, вообще очень важно. Сразу настроение другое. Тебе тепло. И если что замерз или промок, ты сразу можешь высушиться и согреться. И еду себе приготовить. Так что разжечь костер в походе — это очень важно. Штаны, я вам хочу сказать, сохнут мгновенно. Вот так встаешь, они у меня все спереди были мокрые. Вот я пару минут постояла, и все высохло. У меня очень мокрая кофта сзади и капюшон. Короче, хотела я носки посушить. Вот что с ними стало. Они прогорели. Хотела я подсушиться хоть немножко, но ничего не выходит. Дождь все сильнее. Еще когда ветер с деревьев хапает, поэтому надо валить в палатку. А вот там на той стороне реки приплыли байдарочники. Ну, вон они там ходят, бедняги. Ищут, где можно лагерь разбить. Ну, чудо, а не погода, не правда ли? В общем, мы заперлись в палатку. Ну, хорошо, здесь сухо, она так и не протекла, даже несмотря на такой жуткий дождь. Собаки вообще не одупляют, какого черта мы здесь делаем. А мне пришлось переодеться летнее, в том, в чем я пришла, потому что вся моя одежда вообще намокла насквозь. Ну, есть
время почитать зато. Можно полежать, поваляться. В общем, ситуация следующего характера. Мне пришлось залезть полностью с головой в спальню. Дождь идет не переставая с самого утра. Ну, я, естественно, пока готовила, жгла этот костер, вымокла до нитки, мне пришлось переодеться. Ну, чтобы хоть как-то согреться, я лежу тут с головой. Не знаю, что это за поход такой. Я планировала купаться, загорать, а не торчать в спальнике и мерзнуть. Возможно, придется закончить этот поход досрочно. Если дождь в ближайшие 2 часа не закончится, я буду собирать вещи и идти домой. Короче, дождь все идет. И идет, и идет. Ну что, буду я собираться домой, потому что это невозможно, уже еще путь приперся. Ну что, Афин, понравился вам поход? Скажи мне. Молчит, а этот лежит. Нет, думаю, поход им не понравился. Я не могу выбрать, одеваться мне в мокрую одежду или не одеваться мне в мокрую одежду. Приперлись байдарочники. Тоже, наверное, все мокрые. Непередаваемые ощущения. Как здорово. Все мокрое, холодное. Осталось надеть штаны, и можно собираться. Вверх уже даже привык. Ничего, терпим. Неприятно, конечно, но терпим. Еще и холодно. Афинка там пошла шороху наводить. Знакомиться пошла. Знакомиться. О, я тут прям дрожу вся. Очень холодно. Знаете, говорят, в жизни надо все попробовать. И многие, наверное, представляют от себе каких-то безудержных оргиях или алкоголе, или наркотиках. Я вам советую попробовать сходить в поход в дождь. Ощущения просто космические. Я даже не могу камеру держать. Очень замерзла. Я вам, друзья, гарантирую, незабываемое ощущение получите. Холод, вся одежда мокрая. Смотрите только, что это на улице такое. Это что, лето? Это, по-моему, ноябрь. Нет? Мне так кажется, что мы вдруг переместились в ноябрь. Я довольно-таки быстро распаковала свой рюкзак. Еще немного. И осталось дело за палаткой. С этим могут возникнуть трудности. Как ты, Вольтерик? Ну, Афинка как? Бедная. Ну уже ничего, я разлюбилась. Правда, первые вот эти прикосновения холодной, мокрой одежды к твоей спине дарят тебе незабываемые ощущения по всему телу. Ну, когда ходишь, уже нормально. Сейчас терпимо. Так, кажется, я ее победила, но сойдет. Сейчас я ее запакую вот в этот мешок
И мы пойдем домой. Ура! Горячая ванна ждет меня. Квадратик от нас остался. А вот на этих шишечках я спала. Хочу вам сказать, они мне достаточно мешали ночью. Надо чистить площадку. Или каремат потолще брать. Все, мы готовы. Ну вот еще один повод вспомнить зону отчуждения. Когда-то мы с Людмилой тоже попали в такой дождь. Он шел целый день. И мы попеременно то высыхали, то намокали. И очень запомнился момент, как мы, промокшие до нитки, замерзшие, трясемся в копачах и ждем темноты, чтобы выдвинуться уже на Припять. Мы в Копачах зашли в заброшенное здание. В кустах наткнулись на ментов. Они сидели в машине, караулили автобус. В автобус пробраться не удалось. Мы неподалеку ждем темноты, чтобы выдвинуться в Припять. Завариваем кофе. Дождь наконец закончился, но очень холодно. Мы очень сильно замерзли. Будем надеяться, что до темноты нас не поймают. Чудесный был поход. Сейчас впереди еще водная преграда небольшая. Чтобы окончательно промокнуть. И все. Я попадаю в цивилизацию. Ура! И вот что меня ждет. Вот это чудесная запруда. И так вся мокрая. Уже терять нечего. Вода в запруде холодная. Очень холодная. Смотрите. Надеюсь, мне там не будет по пояс. На дне глина. Крокс застревает. Все. Мои кроксы разваливаются просто на составные части. Все, смотрите, подошва останется на дне. О, нет, не останется. Сейчас я ее подберу. Вот она плавает. Короче, для полного счастья мне осталось только поскользнуться и упасть куда-нибудь в лужу. И все. И будет программа максимум выполнена за поход. Кроксы развалились. Пока я доставала эту подошву, уронила палатку в воду.